Бали – одно из самых популярных направлений мира, которое одновременно раздражает и притягивает. Кому-то он кажется раем, кому-то хаосом. Я прожил здесь 6 лет и понял, то, что видят туристы, это всего лишь один слой. Пляжи, серфинг, бич-клабы, пробки – это фасад. Настоящий Бали – в горах, среди озер, у подножия вулканов, в маленьких деревнях, где до сих пор живут традиции, с которыми не каждый готов столкнуться. И в этом фильме я хочу показать остров таким, каким вижу его сам, каким его не показывают блогеры, чтобы вы увидели настоящий Бали. Такой, какой видишь его только тогда, когда перестаешь быть туристом. Так вышло, что за время прошлых выпусков я повстречал девушку, и в этом выпуске я буду не один. Знакомьтесь, это Зарина. Всем привет! Приятно познакомиться. Кстати, этот выпуск получился очень романтичным. Кто будет в этом выпуске, вы уже поняли. Теперь что будет? Я проеду Бали с юга до северных гор, встречу рассвет над вулканом, покажу водопады, которые меняют состояние, поплаваю с дельфинами на рассвете в открытом море, поживу в домике на дереве в полной тишине и покажу места, куда не доезжают толпы туристов. Мы спустимся к спрятанным пляжам, заглянем туда, куда обычно туристов не пускают, и доберемся до балийских Гавайев. Там вы узнаете, где лучший подводный мир Бали. Вы познакомитесь с людьми, которые бросили привычную жизнь ради этих тихих уголков, и услышите историю человека, которого укусила ядовитая змея, и как это полностью изменило его судьбу. Этот фильм не о том, какой Бали на открытках, это о том, что скрыто под поверхностью. Приятного просмотра. И прежде чем я начну свой выпуск, хочу вставить свои 5 копеек в извечный вопрос. Бали или Бали? И я думаю, самое корректное решение – это спросить у местных. Bali, no Bali, Bali. Бали о Бали? Bali, Бали. Bali, no Bali, Bali. По-английски Бали, а на местном Бали. В итоге все же Бали, но все просто привыкли говорить по-английски Бали. Поэтому как вам нравится, так и говорите. Бали! А теперь по классике моего канала начнем с урока географии. Бали – это небольшой остров в большой и вытянутой стране Индонезия, расстояние которой с запада на восток составляет 5100 километров. Это почти как с Лондона до Нью-Йорка. Соседями с севера являются Малайзия, Сингапур, Вьетнам и Филиппины. С юга уже идет Австралия, а на востоке Восточный Тимор и Папуа-Новая Гвинея. По населению страна занимает 4-е место в мире и насчитывает 17,5 тысяч островов. И вот всего лишь один Бали забирает на себя все внимание и очень сильно отличается от остальных. Если Индонезия на 87% мусульманская страна, то на Бали мы имеем индуизм, но не индийский, как принято считать, а балийский, и об этом сегодня будет отдельный эпизод, не переключайтесь. Вообще Индонезия большая и невероятно красивая страна, и если мы с вами наберем хотя бы 1 миллион просмотров, то я сниму для вас еще фильмы про Индонезию. А пока необходимо вам подписаться, нажать на колокольчики, оставить комментарии, ну в общем, все по классике. По рукам? Бали – это остров вулканического происхождения, на нем есть 2 активных вулкана. Это вулкан Батур и Агунг, который является самой высокой точкой на острове и самым священным местом для балийцев, население которых составляет 4,5 миллиона человек. И все они, как в плотной маршрутке, живут на острове длиной 145 километров с запада на восток и 80 километров с севера на юг. Первая причина моей любви к Бали – это его компактность. Остров в буквальном смысле можно пересечь за 2 часа в любую сторону. И за это время вы попадаете просто в разные климатические зоны. Это как много разных стран на одном маленьком острове. И сегодня я вам это покажу. Еще один интересный факт – то, что Бали находится на стыке 2 океанов. На севере острова Тихий, и там реально тихая вода за счет Балийского моря. А на юге уже Индийский, и волны там больше подходят для серфа, нежели для купания.
И напоследок Бали который год бьет все мировые рекорды туризма. И это все в том числе за счет тропического климата с температурой воздуха 25-30 градусов круглый год. Тут два сезона. Сезон дождей длится примерно с ноября по апрель, который чаще всего не мешает отдыхать на острове, потому что дожди идут не весь день. И сезон ветров с мая по октябрь, когда становится чуть прохладнее. Как итог, приезжать комфортно всегда. Заливных дождей, как в других странах Азии, здесь почти не бывает. Бали — это маленький остров, но до сих пор тут можно открывать все новые и новые места, и задача моего видео — показать больше, чем вы привыкли видеть в интернете. И поэтому, чтобы разобраться в острове, давайте я покажу, чем же отличаются районы Бали. Большинство отдыхающих приезжают в районы Чингу, Семеняк и Кута. На юге это Улувату и Нусадуа, а в центре острова культурный Убуд. И есть еще пенсионерский либо семейный Санур. Но самая красота находится вне этих районов, и я обязательно ее покажу. Но сначала давайте кратко пройдемся по популярным районам, чтобы вы имели представление, что это такое, особенно если у вас Бали первое свидание. И начнем мы с района Canggu. Чингу — это любимый район экспатов, мекка блогеров и онлайн-бизнесменов. Тут чаще приезжают именно на пожить, а не посетить Бали. Здесь есть пляж, на котором не получится поплавать из-за волн, а иногда еще и мусор приплывает на зимовку. Многие, приезжая сюда в надежде на райское баунти, получают совсем не то и разочаровываются. Но несмотря на это, Чингу — это самый популярный район на Бали, и вот в чем его фишки. Тут отличные волны для серфинга, много школ на каждом шагу, а остальные приходят на все это посмотреть. Но если это дело совместить с закатом, то сочетание получается весьма изумительное. Чингу — это побережье закатов, и вечером все собираются на пляже, чтобы на это посмотреть. И для вас, я пока здесь жил, я собрал подборку закатов на протяжении месяца. Все самое красивое сейчас я вам покажу. И закаты на Бали — это то, что заставляет душу забыть о суете жизни и на несколько минут почувствовать божественную красоту. Теперь перейду к людям, кто сюда приезжает и здесь живет. И раз уж мы на пляже, хочется показать вам сразу всех персонажей этого модного района Чингу. И первая каста — это собачники. Кстати, здесь для собак настоящий рай. Сами посмотрите на это. Даже байки переоборудуют для них. Далее идут подкачанные парни, которые выгуливают свой торс, назовем их просто качки. Чаще всего это еще и серферы. Далее идут как раз таки девушки, в купальниках на показ, назовем их Бали Бейбы. А иногда качки и бейбы пересекаются и заводят знакомства. Потом они делают свадебные фотосессии и переходят в статус семейных, но в этом районе их мало. Чтобы далеко качкам не ходить, здесь есть спортзал прямо на пляже, где можно наблюдать закат и сразу тренироваться. Ко мне часто приезжают друзья, и видя Чингу, они говорят, что за идеальные люди тут живут. И сразу появляется желание встать пораньше, надеть красивую одежду, сесть на байк и поехать в какой-нибудь фитнес-зал, потренироваться, и после этого все это закончить, заесть классным авокадо-тостом и протеиновым смузи. Вот типичная жизнь в Чингу, я бы сказал. Также были замечены тусовщики, но их больше всего в бич-клабах. Их тут много и на любой вкус. Туда же после заката приходят качки, бали-бейбы и серферы, а также блогеры. Я не сказал о них, но их тут просто каждый второй. А проснувшись утром после тусовок, вы увидите, что по улице бегают раннеры. Ведь спорт и тусовки — это одна экосистема в этом районе. Вне пляжа Чингу это стильные кафе, открытые иностранцами со всего мира. Там, конечно же, вкусная и обязательно красивая еда. Другой здесь просто нет. И несмотря на весь глянцевый вайб, все ездят на одинаковых байках и улыбаются друг другу.
Здесь процветает культура спорта, от похода в спортзалы, которых тут полно, до новомодного падла. Эта игра нечто среднее между большим и настольным теннисом. За последние годы стала настоящим трендом на острове. Но, конечно, не все так идеально в этом райском месте. Из минусов район уже переполнен и еще продолжает расти. Строясь где только можно, это создает пробки и шум, поэтому многие старички отсюда перебираются. В место, куда все, по идее, приезжают за природой, природа становится все меньше. Когда один за другим начали пропадать рисовые поля, когда ты уже едешь как дед и говоришь: о, а вот здесь были деревья, а теперь здесь магазин. Поэтому мы перебираемся все выше, чтобы все-таки контакт с природой был. И вот я сейчас живу на Сисехе. Пока что здесь еще нет массового туризма. И это касается не только Чингу, другие популярные районы это тоже достало. Ну а Чингу не так давно и вообще не существовало. В 2015 году Чингу почти не было. То есть стояло пару кафешек, ходили коровы и ездили серферы. Тогда модная была Кута. После Чингу следом идут еще два района. Это Семеняк и Кута. Семеняк это чисто для туристов, тут не живут экспаты, много ночных клубов и баров. Party! Drink, drink! Ну а Кута это, извините, самое дно балийского отдыха. Это место пьяных туристов, драк. Мой вам совет, просто объезжайте ее стороной, особенно по ночам. Ошибка незнающих людей – это ехать в Куту. Я сам лично много раз видел, как пьяные ребята вечером на байках сбивают все вокруг. Но из плюсов здесь отличный серфинг для новичков. Surfing. Beautiful boat. И самые большие шоппинг-центры. Теперь спустимся на самый юг Бали, на полуостров Букит, в район Улувату, который еще называют Меккой серфинга. Тут действительно его много, а в сочетании с красивой водой, скалами и большими волнами получается невероятно красиво. Здесь тусят как звезды этого спорта, так и любители. Но ни то, ни другое не про меня. Я же предпочитаю ездить сюда на пляже. Они тут видовые и красивые, но мало тех, где можно безопасно плавать, потому что везде большие волны и течения. Но один из лучших для плавания – это пляж Миласти. Он со спокойной прозрачной водой, с белым песком, и все это на фоне потрясающих скал. Так же, как и в Чингу, здесь много бич-клабов, но они выглядят на порядок выше классом. Опять же, за счет видовых мест. На ужин можно сходить в кафе на краю скал с видом на океан. Вау-эффект будет обеспечен. Из того, что я еще добавил бы на юге, это райончик Джимбаран. Тут обилие рыбных рынков и ресторанов. За свежей рыбой обычно все едут сюда. Все это на берегу, красиво, особенно на закате. Но в этом выпуске я вам еще покажу мое секретное рыбное место, которое будет получше. Я не серфер, плюс на юге нет зеленой растительности, джунглей и рисовых полей, а это именно то, за что я люблю Бали. Поэтому для жизни я не выбрал этот район. Но если вы турист, 2-3 дня будет достаточно, чтобы побыть в этом прекрасном месте. Но если вы серфер, можно и остаться и надольше. Ну а мы идем дальше. И на десерт я оставил вам район в центре острова, духовную и культурную столицу Бали, который носит название Ubud. Ubud. Убуд! И начнем со знакомства с деревней. Культура Бали — это в первую очередь сами балийцы, а в Убуде можно увидеть, на что они действительно способны. Здесь работают мастера по дереву, создают мебель вручную, обрабатывают камень для храмов и домов. Есть целые деревни художников и других творческих людей. Это настоящая кузница балийского искусства. А вот туристическая часть деревни. Это зеленые улочки, утопающие в цветах и деревьях. Узкие дорожки ведут мимо лавок с одеждой для йоги. Здесь это очень популярно. Рыночков с сувенирами и изделиями ручной работы. Very cheap. Okay. Музыкальными инструментами и аксессуарами для внутреннего пробуждения. Здесь они на любой вкус. Убуд — это зелень, это чувство свободы и вкусная еда. Да, здесь много вкусных кафе. Многие из них при этом вегетарианские, веганские и даже сыроедческие. И это все дает хорошие причины, чтобы здесь жить. В Убуде приятно, прохладно, более красиво. Я не человек океана, мне достаточно один раз в неделю съездить на океан,
А все остальное время я вот здесь вот в своих рисовых полях. А туристы в Убуде не только наслаждаются природой, но и знакомятся с традиционной балийской архитектурой. Здесь ее на любой вкус, от храмов до домов в классическом стиле. Но самое главное, здесь действительно живет культура. Балийцев в Убуде много, и это значит, что церемонии происходят постоянно. Практически каждый день можно наткнуться на процессии, а вечером отправиться на традиционные танцы кичак. Для одного раза они самые то. Рекомендую. А если повезет, попадете и на закрытые церемонии. Мне вот повезло, и дальше в выпуске я покажу, что же там происходит. Дождитесь. На фоне намоленных балийских церемоний сюда как магнитом притягиваются те, кто хочет познать себя и открыть третий глаз. Убуд – это духовная столица Бали. Это некое сборище тех, кто чувствует мир иначе. Мне кажется, это самая концентрированная точка на планете. Ты когда едешь на байке, допустим, из Чингу, ты прям энергетически чувствуешь, когда ты обратно в Убуд попадаешь. Не знаю, есть ли у вас такое, но я вот прям еду там из Чингу такая просто... И такая прохлада вот это начинается, ты чувствуешь этот ветерок, ты чувствуешь этот своеобразный запах и вот эту вот энергию, которая такая... И ты такой, я в Убуде уже. Убуд или даже в целом Бали – это элитная психушка. Если мы говорим для русскоязычного сообщества, те, кто убежали, такие беженцы от системы, от того порядка. И вот здесь с этим своим магическим мышлением, способностями, здесь действительно много людей, у которых есть сверхспособности. Они здесь как-то энергетически в сильном месте раскрываются больше, и люди проживают это. И вместе с этим эгрегором местным, с энергиями, которые там почитают духов, подношения приносят, делают там через день разные церемонии, это как-то еще классно, так красиво, магически отыгрывается и проживается. За 6 лет на Бали я выбрал для себя Убуд. Но на самом деле здесь потише, чем на побережье. Здесь лучше проявлена культура Бали. Здесь больше рисовых полей, меньше пробок, ну, по крайней мере, это было до этого. И когда мой третий глаз уставал, я выезжал в Чингу на побережье, чтобы там пожить и как-то сбалансировать все эти разные энергии на Бали. Но в итоге Убуд и Чингу были для меня той базой, которую я для себя выбрал все эти годы. Но что хотелось бы сказать, что эти два популярных места и близко не Бали. И в этом выпуске я вам это покажу. Сейчас мы поедем по острову, но вначале я хотел бы рассказать о 3 ошибках людей, которые приезжают на Бали, которые я сам совершал свои первые приезды и которые многие, к сожалению, делают до сих пор, чтобы ваш Бали был без разочарований. И первая ошибка – Бали – это не одна локация. Тут каждый регион сильно отличается от другого. Сюда не стоит ехать пакетными турами, так как вы будете привязаны к одной локации. И половина вашей поездки будет занимать от 3 до 5 часов в день в дороге. Второе, Бали – это не райская баунти с пляжным отдыхом, как, например, Пхукет. У многих почему-то такое ожидание. Да, тут есть пляжи, их много, но чаще всего там либо волны для серферов, либо пляж с черно-серым песком и вода непрозрачная. Бали – это гораздо больше, чем пляжный отдых, и это нужно понимать. И третья ошибка – это не готовиться к поездке. Не составлять маршрут, не подбирать локации. И если просто приехать, как я в 2014 году, то можно увидеть 3-5% Бали, то есть ничего. И потом сказать, что Бали – это про пробки, тут нечего делать. Таких отзывов, к сожалению, много. Не ленитесь, ставьте точки на карте, изучайте Бали, не стремитесь увидеть все. Возьмите только то, что вам действительно по душе. Я понимаю, что большинство людей не хотят и не умеют заниматься планированием путешествий. По итогу тратят больше, а получают меньше. Но есть современные решения, новый вид туризма, когда ты едешь как путешественник, но готовишься к поездке как ленивый турист. Называется это авторские туры. Я и сам много лет этим занимался и даже обучил организаторов с турами в 44 странах мира. И вот мои топовые ученики из проекта Action Vacation, Денис и Настя, уже 3 года делают путешествия по Бали. Поездка в формате группы, где все продумано до мелочей. Отдых и расслабление, активности и эмоции, логистика, безопасность, лучшие локации, куда вы сами не доберетесь. И главное, это люди, схожие с вами по ценностям. По итогу тут находят друзей, встречают вторых половинок, переосмысливают себя. Получается некий пионерский лагерь для взрослых. 12 дней путешествия превращается в отдельную целую жизнь, такую, после которой Бали останется внутри на целые годы.
Action Vacation уже приняли более 1500 гостей на Бали, ЮАР, Кению и Шри-Ланку. Рейтинг поездок 9,7 из 10, то есть каждый человек оставляет обратную связь, и ребята вносят улучшения и пожелания после каждого тура. Так получается вау-путешествие, созданное с любовью и вниманием к каждой мелочи. Если тебе не с кем ехать, друзья не могут, ты не знаешь языка, нет времени готовиться, искать локации, то пиши ребятам, изучай программу, примеряй ее на себе по ценностям. Если у тебя коннект, и ты решишь поехать с Action Vacation, то ребята по промокоду Эльдар Бали дарят твоим подписчикам $50 скидку, а также поездку на дельфинов в подарок. Это очень круто. Туры идут каждый месяц, и удобную дату можно выбрать прямо под вас. Рекомендую, ссылочка будет в описании. Ездить по Бали на байке – это очень круто. Это свобода, это запоминаемые эмоции. Но для того, чтобы проехать сейчас по острову, я выбрал максимальный режим тревела. И это campervan. В нашем случае campervan — это старенький Suzuki APV, который уже доживает свою жизнь. Но ведь не важно, сколько лет вашим кедам, если вы гуляете в них по Парижу. Мы осмотрели авто, подписали документы, получили инструкции, как пользоваться мини-домом на колесах стоимостью $50 в сутки. Обзор на который я обязательно сделаю позже, потому что сначала нам нужно Купить продукты. Подписывайтесь. Для меня Бали — это в первую очередь природа. Водопады, горные озера, океан и его подводный мир. И все это мы сейчас с вами увидим. Ну а мой путь лежит на север, в горный район острова. Ну а пока мы едем, самое время запустить дрон. Задача для вас — наслаждаться видами. Задача для меня — немного помолчать. Север — это совсем другой Бали. Стоит выехать из Убуду, как сразу начинает набираться высота и ощущается приятная прохлада. Здесь уже другая, более густая растительность, настоящие джунгли. И именно в этих горах прячутся самые мощные и высокие водопады острова. И сейчас мы приехали на мой самый любимый водопад. Макаси. Бали максимально доступный. Вход на какие-то локации, водопады, просто копейки. $1 там за человека. Многие, конечно, удивляются, почему вообще здесь нужно платить. Но за эти деньги местные выстраивают дорожки, чистят от камней, от оползней ваш проход к водопаду. Без них это было бы просто невозможно. Чаще всего дорога до водопадов — это челлендж из ступенек. И если вы не дружите с физическими нагрузками, то самые красивые места планеты, скорее всего, будут доступны вам только по моим видео. Когда вы приезжаете на Бали, будьте осторожны в плане того, что когда дожди и вы идете на водопад, может быть камнепад, оползень, вот видите, дерево упало. И здесь это совершенно нормально, поэтому лучше дождитесь, когда пройдет сильный дождь. Обычно на этом месте идет поворот и открывается водопад. И многие об этом не знают, а потом такие дикие эмоции. Сейчас спросим. Давайте посмотрим, какие эмоции будут ребята испытывать. Вот вы сейчас с ними тоже это испытаете. Let's see. Holy shit. Wow. That is insane. Oh my god. That is incredible. Что, ребят, добро пожаловать на самый мощный водопад на Бали. Это Нунг Нунг, он же мой самый любимый водопад.
Ты, когда спускаешься к водопаду, ты чувствуешь эту энергию места, эту тишину. Все прям настолько красиво и так спокойно. Это прям очень сильно расслабляет твой мозг, твой разум, который вечно куда-то бежит, и ты просто здесь замедляешься. Для меня это не просто водопад, а место силы. Я придумал тут одну практику, которую передаю всем своим друзьям. Уже много лет, и теперь настала ваша очередь. Это практика очищения, когда ты идешь в воду, и водопад этим мощным потоком вытаскивает из тебя все ненужное. Этот водопад для меня это не про красивые фотографии или позалипать на такой мощный поток воды. Это про глубокую работу с собой, про очищение. И если вы доверитесь ему, если вы пойдете в эту историю, то вы выйдете оттуда другими. Просто посмотрите на свое состояние до и после водопада. И для меня это и есть настоящий Бали. For me, it's about nature and tranquility. Like, I think since I've been here, it's been very relaxing, very calming. А мы продолжаем наш путь в горы севера Бали, и пока едем, хочу сказать вам пару слов о трафике. На Бали узкие дороги и сумасшедший трафик. На машине я езжу только на дальние расстояния, потому что это просто удобно. А вот внутри поселков, там Убуд, Чингу, я езжу только на байке, потому что можно застрять в пробках и никуда не приехать. Но при этом при узких дорогах я всего лишь один раз разбил зеркало, и то задев бамбук. Но для начала, когда ты приехал и сел за руль, если ты еще не умеешь чувствовать... Видите, как все не просто так. Машина не может заехать. А вот тут перед вами пример узкой дороги. Но на самом деле может быть еще уже. Машина едет назад на подъеме, чтобы дать мне дорогу. Алло. Вот так, ребята, это на склоне. Страшный сон автомобилиста, мне кажется. Север и центральная горная часть Бали – это совершенно другой мир по сравнению с жарким югом. Чем мне нравится север? Тем, что всего лишь час от жаркого побережья, и ты уже находишься там, где свежо, там, где плюс 20, плюс 25, и к обеду здесь выпадает дождь, а потом все это дело расходится. И такая картина тут чуть ли не каждый день. Красота. Здесь одновременно можно побыть там, где жарко, там, где океан, или побыть на севере, там, где холодно и леса. И здесь круто, что я могу уехать на север, абсолютно сменить там микроклимат, побыть в горах, в тумане, в дожде. Хочешь снять домик где-нибудь на холме с камином, как будто ты там где-то в Швейцарии, ты тоже можешь это сделать там на севере острова, водопады. То есть очень большое разнообразие досуга, которое мало где можно получить. Благодаря высоте, прохладному климату и вулканической почве здесь отлично растут томаты, морковь, капуста, кукуруза и множество цветов, которые на побережье просто не выжили бы. А вот кокосы, манго и бананы, наоборот, здесь уже не растут. Им нужен жаркий тропический климат. Зато любимая для туристов ягода этого региона – клубника. Ее здесь выращивают целыми фермами. Для этого мы приехали в район... Балийцы монетизируют все, от водопадов, рисовых полей до клубники. Но, справедливости ради, клубники тут действительно хорошо. Прохладные ночи до 10-15 градусов, теплые дни с температурой до 25. Почти как в альпийской деревушке, только по-балийски. Покажи. Помимо клубники, которую мы собрали, здесь делают свежее молоко из клубники без сахара, со стевиа и мороженое. Ну а сколько же стоит это балийское удовольствие? Примерно $4 за килограмм клубники. По мне так весьма доступно. А венцом местной кулинарной фантазии становится... Strawberry pizza. Звучит как минимум странно, согласитесь? Ее мы попробуем чуть дальше в выпуске и скажем, что к чему. Район Бедугул – это кратер вулкана. Когда-то здесь был вулкан. Я не знаю, что с ним случилось. Потому что все это был пепел. Из-за этого очень плодородная земля здесь. Из-за этого тут все растет. Вот можно просто палку вставить в землю,
и она через какое-то время начинает цвести. Это, кстати, Карина. Родом из России, и живет она на севере Бали уже 3 года. Карина арендует небольшой дом на горе, сделанный японскими мастерами. И вот небольшой обзор на ее дом. Тут есть гостиная, где собираются друзья, кухня. Прикольно, что ты готовишь тут, смотри, вот так вот смотришь, у тебя кругом, особенно на закате, у тебя кругом такой вид. Покажи. Показываю. Идем дальше. Уютная спальня. Ванная, чтобы прогреть себя, когда на улице плюс 15. В доме много элементов декора, и это создает такой уют, что отсюда уходить даже не хочется. У меня, видишь, сколько матрасов в доме. Все, кто едут на север, все заезжают. Все, и их главное, никто не уезжает. Обязательно все остаются ночевать. Это первый человек, который из моего окружения живет вообще на севере. Я не знал, что здесь вообще живут экспаты. Я поняла, что вот эта жара и суета — это не мое. Хотя раньше мне нравилось. Вот. Все вот эти тусовки, кафешечки, вот это все. Ну нет. Мне нравится теперь самой готовить. Какие здесь помидоры. Посмотри. О май гад. Вот такой килограмм марлины я купила. Кусок вот такой свежайшей рыбы. Утром ее ловят и привозят на рынок. Вот. И можно сделать стейки. А наверху еще одна спальня и балкон с еще одним залипательным видом на Бали. Мне кажется, Бали — это водопады. Это меньше... Вот пляжи — это как-то уже... Это как везде. А здесь вон резиновые сапоги натянул. Пошел на грядки. Ну класс же. Эрме. Бедугульская. Дальше Карина показала нам свой сад. Это лимоны. Это жасмин. Это орхидея. И под конец экскурсии нам показали то, от чего уровень милоты в ваших комментариях под этим видео должен просто зашкаливать. Идите, мои хорошие, иди. Да. Иди скорее. Иди, мама даст, не бойся. Видишь, какие? Ручные. Я назвала его Морфеус, она Тринити, а он Нео. Вау, это вообще, это какой-то шок. Я в север такой еще не видел. Всегда проезжал по главной дороге, но не знаю, что такие находятся алмазы спрятанные, да? Ты бы жила бы тут? Да, я бы жила тут. Прям все такое уютное, классное, спокойное, такое домашнее. Мы на озере Тамблинган, одно из вулканических озер севера Бали. Рядом с Тамблинганом есть еще озеро Буян. Они разделены узким хребтом, из-за чего местные называют их озерами-близнецами. Высота озера около 1200 метров над уровнем моря, и из-за этого здесь часто туманы, а до облаков можно прямо руками достать. Главный символ озера – это старинный храм Пура Оундану Тамблинган, который частично уходит в воду в сезон дождей, создавая потрясающий вид, а вокруг джунгли и горы. Здесь мы и решили сделать нашу первую кэмп-ночевку. Мы приехали в кемпинг. И это место я выбрал не зря. Здесь нет моторных лодок. Ради экологии используются только деревянные каноэ, что делает место особенно тихим для ночевки. Давайте покажу вам, из чего состоит наш кемпервэн. Наш старенький отель на колесах имеет выдвижной навес, который защищает от солнца или, как здесь, от дождя. Также тут есть пару раскладных стульев. И, конечно же, главный атрибут всех завтраков, обедов и ужинов – это столик. Выдвижная кухня, плита и гвоздь программы. Тут даже есть настоящий душ, включается он вот так. Оп. Вот. Холодильник. Далее раскладываем сиденье и матрас, достаем белье и получаем уютное travel-гнездо. Вечером включается свет и закрываются окошки, а вещи можно сложить в шкафчик. И после самое время принять ужин на природе. Это все, конечно, классно, красиво, но, оказывается, на Бали в кемпинг жизни есть небольшие минусы. И сейчас я вам их покажу. И минус номер 1 – это большое количество москитов. А минус номер 2 – это то, что когда мы сели покушать, вокруг нас приехали другие кемпермены, которым тоже нравится кемпинг, но немного по-другому. Yes, I like camping. Приехали послушать звуки природы, но, как слышите,
Звуков природы тут почти нет. И тут мы поняли, что мои ценности тишины и природы и ценности ребят с Бали относительно их дискотеки не совпадают. Поэтому было принято одно важное решение. Мы выезжаем. Уезжаем. Мы уезжаем. Не всегда в путешествии бывает гладко, и какие-то локации могут менять твои планы. Но такие моменты можно свести к минимуму, избавив свою поездку от лишнего напряжения. В этом тебе поможет опыт людей, которые здесь уже пожили, набили шишки и знают Бали изнутри. Я вместе с друзьями сделал большой гайд по Бали, в котором собрал все необходимое для комфортного и осознанного путешествия. Внутри не просто кафе и рестораны, а реально интересные локации, которые мы лично посетили и отобрали. Бали — это не только пляжи и шезлонги. Здесь сотни способов классно провести время. И активно, и расслабленно, и все это есть в гайде. Отдельный раздел «Жилье». Виллы, отели, гестхаусы. В гайде будет целый список проверенных апартов по районам. Всего в гайде больше 120 отелей и кафе, более 100 локаций и активностей, контакты проверенных водителей, гидов и инструкторов. Бонусом остров Нуса Пенида и часть Явы. И главное, в гайде есть калькулятор бюджета. Ты заранее понимаешь, сколько денег брать на двоих, троих или компанию, и корректируешь маршрут под себя. А на месте ты просто кайфуешь от карты, включаешь фильтр, видишь только кафе, водопады или пляжи. Выбрал, построил маршрут, поехал. Гайд работает как приложение и на телефоне, и на компьютере. Он постоянно обновляется, новые места добавляются автоматически. Купил один раз, пользуешься годами. В подарок мой маршрут из видео со всеми локациями и контактами. Стоимость гайда как пару походов в кафе, но он экономит гораздо больше. Время, энергию и, самое главное, нервы. Не совершай ошибок неподготовленных туристов. Забирай гайд по ссылке в описании или по этому QR-коду. Думаю, вчерашняя ситуация с тем, что произошло, это такой подарок от Бали, для того, чтобы мы посмотрели еще красивее виды, еще красивее локацию и просто прожили тот опыт, когда ты едешь ночью по дороге, в темноте, фары вообще не работают, не светят, и ты не знаешь, где ты будешь ночевать. И просто останавливаешься у дороги в том месте, где цветы были разбросаны по земле. И я считал это как знак, что здесь нужно остановиться. Получилось невероятно круто. Да, виды вообще топ. Очень красиво. Часто люди едут на Бали и меня спрашивают: Эльдар, а почему в прогнозе погоды всегда дождь? Но и это большая ошибка туда смотреть, потому что погода на Бали везде разная. На севере всегда практически заливает. Это север, это горы. Но когда вы живете, например, в Убуде, и у вас там дождик, он в Ченгу может быть вообще все прекрасно и жаришь. Итог. Спрашивайте местных ребят, которые здесь живут. Не смотрите в прогноз погоды. А теперь мне нужно показать вам еще несколько мест, которые есть на севере Бали. И первое, очевидное и популярное, это знаменитые ворота Хандара, которые лет 7 назад были еще пустыми и не собирали большую популярность. Но с приходом блогеров балийцы быстро поняли, что нужно поставить шлагбаум и организовать билеты. Если вы хотите посетить эту популярную локацию, но не хотите стоять в очереди, то мой вам совет: приезжайте рано утром. А теперь лайфхак. Большинство туристов не знают, что находится за воротами. Но если подъехать на машине и сказать кодовое слово Алло, Хандара Хотел? то люди разойдутся и ворота откроются. А вам необходимо проехать дальше. За воротами открывается огромная территория отеля Хандара, который был открыт в 1976 году. Здесь раскинулась зеленая зона с атмосферой альпийской деревушки.
спрятанный среди гор. А главная фишка этого места – гольф. Играть здесь могут и новички, и профессионалы, а в 2015 и 2019 годах отель даже получил награду как лучший гольф-курорт Индонезии. Ну и конечно, на территории есть множество кафе и ресторанов. Можно просто приехать сюда, прогуляться, насладиться прохладой и еще раз убедиться, что Бали – это не только жара и пляжи, но и вот такие неожиданные места. Красиво и очень спокойно. Сейчас я пришел в гости к моему местному другу, он живет на севере, и этот человек непростой, он несет за собой определенную миссию. Таких людей я встречаю не так много по жизни, но вот они все уникальные, необычные. Давайте я уже познакомлю вас с ним. Hello, Джеро. Baik. Джеро мой давний друг. И так вышло, что его история в том, что вместе с ним живут совершенно разные животные, которых в обычной жизни вы навряд ли встретите. Много людей со всего острова звонят мне. Если они видят, что какое-то животное нуждается в помощи, они говорят мне и привозят животных ко мне домой. Это летучие лисицы. 2 я забрал с фермы. У них были простреленные крылья. Но пока они жили тут, они родили ребенка. Теперь их 3, и когда я их отпустил обратно на природу, они вернулись и не захотели уходить. А это орел по имени Лайон. Всего у меня было 5 орлов, 4 уже вылечил и отпустил. 2 из них возвращаются каждые 2 недели и летают над домом. Чтобы увидеть меня, возможно, хотят таким образом сказать спасибо мне. Этого орла пробовал уже отпустить, но он не может улететь далеко и падает. А это Рокки. Он лювак и он слепой. Я его выкупил на кофейных плантациях. И таких я купил 10. Но только этого пришлось оставить со мной, потому что он слепой. А остальных я отпустил на природу в горах Бали. Все животные попадают сюда после инцидентов с людьми, и Джеро их вылечивает, а иногда он выкупает их на фермах или в зоопарках. Зоопарки — это не про помощь или спасение животных. Все, к сожалению, проще. Все только ради денег. Но самые частые постояльцы дома Джеро – это змеи. К ним на Бали особая жестокость. Этого питона я забрал с виллы. У него была травма на голове, потому что люди пытались его убить. Мне так хочется, чтобы люди научились не бояться змей. Потому что многие люди, когда видят змей, они от страха пытаются их сразу убить. Я не знаю почему, но так во всем мире. Видят змей, и первая реакция – это их убить. Змеи, такие как питоны, не опасны для людей. Год назад мне позвонили люди и сказали, что у них на крыше питон. Я, как всегда, поехал на помощь со своей женой и сыном, и я увидел большого питона на крыше. Это был он. Я пытался его выпустить на природу далеко в джунглях, но придя через неделю в это же место, он не двигался, не хотел уходить. Мне пришлось его забрать к себе. Вот такая история этого питона. Too heavy. Too happy and strong. Очень тяжелый, ребята. На самом деле ощущение, у меня уже все это проработано, я уже давно к нему прихожу, но сжимает он очень сильно. Я спросил у Джеро, откуда у него этот дар общения с животными, и вот что он ответил. Давно в детстве, где-то в возрасте 10 лет, когда совсем еще был ребенком, у меня начались способности взаимодействия с животными. Этот дар мне передался от моего дедушки. Джеро может коммуницировать не только с безобидными змеями. Вот он спокойно держит кобру. И тут не обошлось без одной особенной истории. Стив Ирвин, знаменитый ведущий из Австралии. Он взял меня в поездку в Австралию и в Южную Африку с задачей спасения животных. И как и на Бали, был звонок от людей, там змея заползла на кухню. Это была одна из самых опасных и ядовитых змей. Черная мамба. Она укусила меня, и я был в коме на 3 недели.
Но это была моя ошибка, так как на Бали у нас есть такая же змея, такого же цвета, но она совсем не опасная. Джиро смог выжить после 3-недельной комы и после этого стал еще больше помогать животным. На этих кадрах вы можете увидеть, как Джиро выпускает животных прямо в джунгли, после того, как они полностью излечились. Моя миссия — это помощь природе. Я хочу, чтобы с нашей планетой и природой было все в порядке, потому что для меня природа — это мой дом. Моя жизнь дана была природой, значит, мой смысл — это служить ей, потому что когда я умру, я тоже стану частью природы. Когда у меня будет реинкарнация, я бы снова хотел также помогать природе. Помимо этого, Джиро еще и местный монах, но весьма необычный. Он видит энергии и помогает не только животным, но и людям. Мы с ним можем общаться часами, в то время, пока его жена нас угощает вкуснейшей клубничной пиццей. Пицца! Ресторан на стопе. Здесь вообще не про деньги, здесь про настоящесть. Просто мы сидим, и нам приносят. Вот. Лучше приедьте сами и поговорите с ним. Я рекомендую. А мы пока будем сидеть и еще дальше пиццу есть, и клубнику, и классно общаться. Так что приезжайте к Джиро, и вы познаете нечто большее, чем просто Бали. Вы почувствуете, что такое животный мир, и, возможно, перестанете этот мир бояться. Да, у вас будут эмоции, да, вам будет страшно, но этот страх я рекомендую закончить здесь, а не где-то в джунглях случайно. Поэтому welcome to Джиро. Welcome. Прежде чем я красиво зафиналю север Бали, мы переместимся в район Мундук, где я хочу открыть вам мое секретное место силы, куда я приезжаю последние 5 лет. И это гостиница, которая максимально в коннекте с природой. Представьте, вы живете на природе с таким видом, а внизу шум реки, тотальный релакс и наполнение. Чем я, собственно, тут и занимаюсь, когда устаю от суеты деревенской жизни Убуда либо Ченгу. Конкретно это место называется Деса Эко, что дословно земля эко. Тут все натуральное, экологичное, свои огороды и сады. Этот отельчик я называю просто райским садом. Вы посмотрите, здесь все зеленое, разноцветное. Здесь даже туалет выглядит как домик из сказки. Называются такие отели глэмпингами. Это что-то среднее между отелем и палаткой. Все номера делятся по названиям плодов. Есть палатка манго, какао, папайя, а мы живем в авокадо. А теперь самый быстрый рум-тур в моей жизни. Здесь есть кровать, она же справа и слева. Ну вот, собственно, и все. Одна комната, одна палатка, но при этом уровень отеля. Есть ковер, приятная кроватка, где вы можете вечером укутаться в этой прохладе северной. И, конечно же, все, что вас отделяет от природы, это вот этот вот тент. Я такое люблю, потому что граница между тобой и природой в таких местах стирается. Hello. So this is your welcome drink, yeah? Tea with lemongrass. Я больше кайфую там, где меньше границ с природой, и вот ты можешь слушать водопад, смотреть там на закат в той стороне, вокруг тебя деревья и минимум каких-то отвлекающих факторов. Да. Обычно здесь высыпаешься как тюлень. Младенец. Как младенец. Тюлень. С добрым утром. Если говорить слово «выспаться», то это вот про это место. Про палатку, про
бамбук, про дерево. И концепция у ребят такая, вот у этого места, то, что никакого бетона, металла. И ты это чувствуешь, потому что я сюда приезжаю уже не первый раз, и я приезжаю в том числе и чтобы выспаться. И реально, как будто поспал я тут 2 дня, и сейчас пора двигаться дальше. Я покажу, какие здесь еще есть классные места. Давайте сначала вкусно позавтракаем в кафе при отеле. И после этого спустимся вниз к реке. Мне кажется, лучшее место для йоги не придумать. Тут просто потрясающе. Здесь можно залипнуть и обо всем забыть. Что мы с Зариной решили и сделать. А потом рекомендую прогуляться вдоль реки, по долине водопадов, что мы сейчас с вами и сделаем. Я с вами делюсь секретными местами, чтобы вы прожили Бали, которые не проживают многие. И вот здесь, например, практически нет туристов, либо вообще нет, если вы пойдете с утра. И вот мы пока никого не встретили. А это на популярном Бали стоит дорого. Вот такой была горная часть севера Бали. Думаю, вам понравилось, и сейчас мы едем на побережье. В деревню, чтобы показать вам самое эмоционально яркое мероприятие на Бали. Но, как видите, случилось то, о чем нас не предупреждали. Как оказалось, пляж, песок и эта машинка и близко не друзья. Это плохое кемпинг-место, нам что-то не то дали. Но в этом и сок приключения, что где ты не можешь, Бог поможет. Но с первой попытки не всегда получается достичь результата. Но удивило то, что просто все вокруг включились в этот процесс. И по итогу объединенная сила иностранцев и полицейов на пляже Лавина помогли мне выехать из этого приключения. Yeah, this is your experience without us probably 3 days or 4 days. Путешествие это не всегда по плану, и сегодняшнее не по плану было очень классно, потому что мы не ожидали, что мы застрянем в песке, что мы вообще приедем в другой кемп, который изначально не планировался. Вот, завтра крутое мероприятие, крутой день, надеюсь, вам все нравится, но сейчас нам пора отдыхать, кушать и ложиться спать. Так круто, сразу из машины выходишь и сразу в лодку. Selamat pagi, Lovina. Лавина – это место, где главным символом являются дельфины, и тут они живут в своей естественной среде. К ним мы сейчас и поедем на традиционной балийской лодке Джукунг. Это узкая деревянная лодка с боковыми крыльями, которые помогают ей держаться на волнах. И до сих пор они изготавливаются вручную и раскрашиваются в яркие цвета для красоты и чтобы отгонять злых духов. На таких лодках рыбаки выходят в океан за рыбой, а туристы в Лавине встречать рассвет и дельфинов. Если ваше путешествие не начинается в 6 утра на рассвете, то вы многое пропускаете. Через минут 20 лодок становится больше, а это значит, что где-то рядом дельфины. И все представление больше похоже на гонку, в которой выигрывают более внимательные и удачливые. Ну а мы сейчас проверим, как получится у нас. А вон они,
Вау! Обожаю дельфинов. Они такие всегда дарят мне радость. Это просто какая-то прелесть на земле. Фишка этого места в том, что вы не просто смотрите снаружи на дельфинов, вы можете погрузиться под воду, а лодка будет вас вести, а вы будете держаться за палку. И вот это самый топ. Где еще такое, я не знаю. Сейчас будем смотреть на дельфинов под водой. Ребята, это было нечто, прямо все они подо мной. Ну где вы такое вообще увидите? Ну где? Вот здесь вы прямо в воде с ними плаваете. Это невероятно. Бали хоть и небольшой, но очень разнообразный, и показать вам все за час оказалось непростой задачкой, особенно для меня, как новичка в ютубе. И у меня есть еще многое, что я хочу показать вам, что я прожил тут за 6 лет, и дать понимание, как стоит посещать Бали, чтобы вы однозначно кайфанули. И вышло так, что я не рассчитал выпуск, и он получился просто огромным. Для меня это минус в плане работы, для вас это будет плюсом, потому что выпуска теперь будет 2. Во второй части мы уезжаем на восток Бали, туда, где заканчивается туристический остров. По пути мы попадем в мир балийских церемоний, закрытый, сложный, не всегда понятный приезжим. Вы увидите другую жизнь балийцев, ту, что обычно остается за кадром. Дальше действующий вулкан Батур, который спалил своей лавой целые деревни. Потом мой любимый район, о котором почти не говорят. Водопад с природным джакузи, где мы были совсем одни. Заедем на мой любимый пляж и в финале самый восток Бали. Там мир делится на 2 части – над водой и под ней. Вы познакомитесь с людьми, которые добровольно перестают дышать и уходят под воду на глубину, где организм начинает паниковать. Что это за мир и смогли бы вы также, вы узнаете во второй части. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, и до встречи в новом выпуске.